Итак, вторая часть видео про Аки уже готова, но многие могут задаться вопросом, зачем, собственно говоря, поднимать эту тему, ведь на просторах интернета полным-полно инфы об этих японских заброшках, тем более, что об этом рассказывали и показывали как японские блогеры, так и русскоязычные, проживающие в Японии. Объясняю. Ко мне прошлым летом приезжала подруга из Токио с небольшой компанией. Она человек с изюминкой, обожает природу, так что обычные туристические тропы ей не совсем зашли. Поэтому мы рванули в самые удаленные уголки Хоккайдо, туда, куда нога туриста еще не ступала. От бесчисленного количества заброшенных районов и деревень ее реакция была шок. Мы тогда с ней зацепились на эту тему, покопались в открытой статистике и нашли кучу любопытных фактов. А так как тема избита, но без особых у кого-то на то нюансов, я решила все же ее затронуть. Мы с ней пошутили на эту тему, и я сказала, что для Хоккайдо это обычная картина. Заброшек действительно много, и они уже как часть пейзажа. А она отметила, что после Токио это реально бросается в глаза. То есть, если в черте Токио где-то на 70 домов идут примерно 5 заброшек Аки, то в Саппоро, в спальных районах на 20-30 домов можно насчитать примерно 5 домов Аки, и то они не будут тебе бросаться в глаза, потому что там, где идут примыкающие дороги, там все красиво застроено, там старое сносится, строится новое жилье. А вот если туда вглубь зайдешь, и вот где соседствующие дома примерно в 50 метрах стоят друг от друга, там уже заброшки. Поэтому она и отметила, что после Токио это реально бросается в глаза, как, собственно, и хоккайдские дороги. Но это уже абсолютно другая история, которую мы когда-нибудь затронем. Отслеживая ежегодное увеличение пустующих домов, японское правительство решило глубоко простимулировать наследников такого жилья, пересмотрев законодательство и позволив местным властям повышать налоги на нежилую недвижимость, если владельцы игнорируют просьбы муниципальных органов об их обслуживании или сносе. Решило ли это проблему? Нет. Аки продолжают расти как грибы после дождя и превращаться в заброшки. На Хоккайдо, например, таких мест практически каждый третий населенный пункт. Это подтверждает и статистика официального сайта Хоккайдского губернаторства, где сообщается, что прирост общего количества нового жилья в период с 2008 по 2013 год увеличилось на 2,2%, а количество пустующих домохозяйств на 2,9%. Это говорит о том, что каждые 5 лет рост числа заброшенных домов продолжает опережать количество строящегося жилья. Население убывает, жилые комплексы сносят, а на их месте образуются платные автопарковки. Реальный пример района, где мы проживаем. Вот в этом месте год назад было 2 дома и росли шикарные кусты сирени. Сейчас здесь строится частный жилищный комплекс. Интересно, сколько здесь будут стоить квартиры. Здесь раньше было социальное жилье Данти, оно очень долго простояло, год назад его снесли и построили частный жилищный комплекс. Вот в этом месте стояла многоэтажка, сейчас здесь платная автопарковка. Вот в этом месте стоял частный дом, его снесли, и, по всей видимости, вот эта компания забрала себе место под парковку. Вот здесь тоже был дом, его снесли, сейчас здесь автопарковка, там автопарковка, здесь тоже автопарковка. В общем говоря, те места, где было старое социальное жилье Данти, реже всего, если место хорошее, строятся новые жилые комплексы. Но в большинстве случаев, когда многоэтажка или частный дом идет под снос, места превращаются в платные парковки или иногда в дома престарелых. Окей, ну а что же там по части продажи заброшек иностранцам, ведь это все-таки какой-то выход из положения. Покупка пустующих домов Аки в Японии сопряжена со сложными бюрократическими требованиями и финансовыми обязательствами. Эти факторы отпугивают местных покупателей, но привлекают некоторых иностранцев, которые наоборот стремятся поскорее приобрести бесплатное жилье и землю в развитой стране, особо не вникая в тонкости законодательных нюансов. И на этот счет все
всегда имеется несколько «но». Во-первых, заполучив такой дом, нельзя сразу стать его владельцем. Часто требуется обязательное проживание в нем на срок, установленный муниципалитетом, а в некоторых случаях для начала даже выставляют условия простой аренды на длительное время. Во-вторых, в отдаленных районах префектур часто предлагаются заброшенные сельскохозяйственные угодья, которые требуют от новоиспеченного владельца регистрации и ведения фермерской деятельности. В-третьих, ремонт таких домов может оказаться дороже самой постройки из-за плохого состояния и особенностей японского климата. И хотя власти иногда предоставляют субсидии в размере до $4000 на улучшение состояния недвижимости, но и тут не оказывается без подвоха. В некоторых префектурах от покупателя требуют соответствующих доказательств, что подлежащий ремонту дом действительно будет приносить пользу местному сообществу. И тут я снова в общую кассу приведу в пример несколько нашумевших за последнее время случаев тех иностранцев, которые клюнули на такую бесплатную рекламу, приобрели дом в Японии, а потом, как оказалось, он был и не таким уж бесплатным. Первый случай о неожиданных расходах на ремонт и о замолчавших риэлторами скрытых дефектах упоминает новостной источник JapanInsight.com, где австралийка Чани, приобретя дом за скромные $20 000, полагаясь на контракт, утверждавший отсутствие каких-либо проблем, через 2 дня после получения ключей обнаружила протекающие трубы, требующие ремонта стоимостью от $3 до $10 000. Позже выявились проблемы с септиком и термитами, что еще больше увеличило расходы на восстановление такого бесплатного жилья. Еще позже по японским правилам безопасности потребовалась установка гаражных ворот, чтобы обеспечить свое парковочное место. А когда кредитки заметно опустили, затем и вовсе пришлось своими силами докрашивать фасадные стены. Другой случай о бюрократии и полном отсутствии обещанной поддержки описывает другой новостной источник YourJapan.com, где еще один влипший по самое не хочу иностранный покупатель оформляет сделку через муниципальную программу АКИ, агентство недвижимости, которая впоследствии выяснения не сложившихся обстоятельств вообще оказывается обычной шарагой по ремонту. Обратной связи было 0, общения как в глухом лесу, сроки постоянно улетали куда-то в стратосферу, а документы, по всей видимости, оставались где-то в мечтах, их просто не было. Даже когда чел попытался вырулить через другое агентство, это не спасло ситуацию из-за каких-то непонятных бедному иностранцу японских негласных правил, которые так и не были озвучены. Еще одна иностранка американского происхождения Беттани Накамура переехала в сельскую местность Японии и столкнулась с трудностями адаптации, связанные с культурными различиями и социальной изоляцией, проще говоря, с японским менталитетом. Она обнаружила, что в таких сообществах ценится коллективизм и индивидуальные инициативы могут восприниматься негативно. После проживания в доме она решила не покупать его и сейчас советует другим иностранцам тщательно изучить культуру и сообщество перед покупкой недвижимости в любой японской сельской местности. Таких случаев немало, и перечислить их все невозможно. Что мы видим? Приманка в виде дешевых цен на так называемое бесплатное жилье привлекает только иностранцев, которые, к сожалению, чаще всего от этого и страдают. Во-первых, языковой барьер, из-за которого покупатели не могут самостоятельно провести полноценную проверку объекта, и чтобы выявить скрытые дефекты и адекватно оценить расходы на ремонт, многим приходится раскошеливаться на профессионального переводчика. При этом найти надежную компанию и специалистов, которые действительно разбираются в рынке АКИ, крайне сложно, потому что слишком много посредников, завышающих цены, и велик риск нарваться на, откровенно говоря, шарашкину контору. Во-вторых, отличающийся менталитет. Перед покупкой иностранцу рекомендуется хорошо изучить местные законы, культуру и обычаи, особенно в сельской местности, где коллективизм и негласные правила значат куда больше денег.
Попросту говоря, такое понятие, как «я купил, я заплатил за этот дом, это мой дом, поэтому я здесь что хочу, то и ворочу», не работает, потому что местные жители всегда дадут тебе понять, что ты здесь никто и зовут тебя никак. И в-третьих, пожалуй, самое важное – это реалистичная оценка собственных ресурсов. Да, цена может казаться заманчивой, но перед покупкой важно четко рассчитать, есть ли у тебя достаточно средств и сил, чтобы привести дом в порядок и продолжать поддерживать его в дальнейшем, ведь жилье не новое и без дополнительных вложений быстро может превратиться в дорогостоящую проблему. Однако даже в этих случаях бесплатное жилье продолжает оставаться проблемой как для японцев, так и для иностранцев. На этом этапе становится ясно, что меры по борьбе с пустующими домами условно делятся на два направления. Демонтаж, преимущественно для законных владельцев и наследников, и дальнейшее эффективное использование, чаще для иностранных покупателей. В связи с этим некоторые муниципалитеты и городские власти упростили доступ к отдельным компаниям, участвующим в рамках государственно-частных инициатив. Такие компании реализуют специальные проекты, предоставляя юридическую поддержку наследникам, обучая управлению недвижимостью и регистрации права собственности после смерти владельца. Они также помогают упростить процесс сноса, выступая посредниками между собственниками и местными органами для снижения затрат. Поможет ли все это действительно сократить рост числа заброшенных домов Акия, остается открытым вопросом. Заброшенные дома в Японии – это уже не просто урбанистическая проблема, это глубокий социальный надлом. На 1 июня 2023 года почти треть населения страны – это люди старше 65 лет. Молодежь не спешит рожать, да и вообще выживает с трудом. Огромные перекрывающие кислород налоги, долги, переработки, депрессия, а за ними следует статистика по суицидам, от которой мороз по коже. По официальным данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, ежегодно в стране добровольно уходит из жизни по 20 тысяч с лишним человек. Тех, кто был найден, регистрируют и вносят в реестр официальных данных. Тех, кого полиция так и не нашла, причисляют к без вести пропавшим. В последнем варианте цифры не оглашаются. То есть каждые 5 лет совершивших суицид людей в Японии насчитывается свыше 80 тысяч человек. Несмотря на общее снижение числа суицидов в стране, в 2024 году было зафиксировано рекордное количество покончивших с собой детей среди школьного и дошкольного возраста – 527 зарегистрированных случаев, что является высоким показателем с момента начала учета в 1980 году. И пока на сайтах и в соцсетях разлетаются посты в стиле «вот домик у моря за 0 йен», тем временем молодые семьи в стране не могут себе позволить даже обычную ипотеку. Поэтому в 2024 году ее срок продлили до 50 лет, потому что 35 уже неподъемно. Свежий тому пример – это пост в соцсетях, на который я случайно наткнулась, где одна девчонка пишет, что ее 70-летний свекор японец недавно закончил выплату ипотеки, которую брал на 35 лет, и теперь его дом стоит 0 йен. Но при этом налог на него он будет выплачивать по 100 тысяч йен в год. Добро пожаловать в реальность японской недвижимости. Вот и ответ, почему такие дома японцам попросту не упали. А ведь их число будет только расти, особенно если учесть, что японцы суеверны и очень сильно избегают неблагополучного жилья. То есть, где кто-то погиб, покончил с собой и тому подобное. Таких домов тысячи, и даже есть отдельные сайты, где их сразу помечают проблемным жильем. Тем не менее, проекты, ориентированные на иностранцев, продолжают стимулировать интерес к покупке пустых домов, ведь пока кто-то мечтает о домике в лесу,
кто-то увлечен японской культурой, а кто-то просто хочет начать новую жизнь, спрос есть. И кто знает, снизится ли этот интерес или будет продолжать наращивать обороты, будет ли у иностранных покупателей поддерживаться доверие к японским риэлторам или нет. Ведь может случиться все что угодно. Сегодня ты счастливый человек, оформивший договор купли-продажи и зарегистрировавший по закону право собственности в земельном кадастре, а завтра выйдет какой-нибудь дополнительный подпункт в законе, который засунет тебя в глубокую дыру вместе с купленным домом. Как, например, в Таиланде, где вообще законом продажа земли иностранным гражданам строго запрещена. Но если потребность все же сохранится, то через 10-15 лет иностранцы будут владеть почти половиной всей Аки в стране восходящего солнца. А пока с каждым годом в японских селах становится все тише, а число заброшенных домов пугающе больше, не говоря уже о Хоккайдо. И здесь люди продолжают миграцию в большие города, оставляя за собой безмолвные кладбища домов с перекошенными крышами, выбитыми окнами, потемневшими от времени фасадами и одинокими почтовыми ящиками, что тоскуют по письмам, которых уже никогда не будет. Район, речка и заброшки. Вот дом. Здесь то же самое. Здесь полностью дом обвалился. Он же просто вот так вот все в землю ушел. Груда мусора строительного. Здесь, наверное, гараж был. Тоже все обвалено. Дорогу чистят вот здесь вот. А сюда уже зайти нельзя. Вон там желтая полоска, что не входить. И, кстати, в соцсетях те японцы, которые любят шарахаться тоже по заброшкам, таких очень много блогеров есть. И некоторые говорят, что вот в этом доме, по-моему, вот в этом белом было какое-то что-то, в общем, такое жестокое было совершено. В подробности я как бы вдаваться не хочу. Поэтому с наступлением темноты тут какие-то звуки слышны. Но насколько это правда, я не знаю. Кто там приезжал вот на эти заброшки, говорят, что там какие-то звуки. Ну здесь его вот ломать, кстати, стали. Вот. То есть дома все уже в разрушенном состоянии. И сколько. И вот такой вот красивый вид на речку, кстати. На речку, на горы. Вообще природа шикарная. Класс.